Здравствуйте, друзья! Для чего на Руси ввели новую веру? Мятежи волхвов, славянских жрецов, которые общаются с богами и проводят обряды, и простых людей стали очевидной реакцией на новые правила, навязанные Руси князем Владимиром. Христианство и рабские постулаты его прививались народу огнем и мечом, путем убийства, разорением мест поклонения и запрещением старых обрядов. Все это и приводило к периодическим восстаниям. Я очень благодарен всем, кто финансово поддерживает канал и мою работу. Огромное спасибо оказавшим мне поддержку Алексею, Ольге, Александру, Ирине, Русичу. Благо вам и вашей семье. Сразу хочется отметить, что волхвы на Руси имели очень большое влияние и приносили множество пользы для славян. После навязывания славянам христианства были переписаны почти все летописи в угоду новой религии. В этих новых летописях волхвов очерняли, называли дьяволами и прочим непотребством. Даже имена их выморали из истории. Все это делалось для того, чтобы полностью искоренить славянскую веру и насадить христианство. Крещение Руси, предпринятое Владимиром Святославовичем, является важной частью истории, ведь с этого момента кардинально изменяется жизненный уклад. Ведь очень часто традиции и религия очень тесно переплетены. С момента навязывания христианства на Руси простые люди стали вести рабский образ жизни и нести все тяготы для обеспечения легкой жизни богатеев. Таким образом, крещение Руси было затеяно, чтобы сделать свободных славян рабами и ввести на Руси феодальный строй. Но все же стоит кратко изложить те причины, что сподвигли Владимира к изменению религии фактически на национальном уровне. Главной причиной является то, что Владимиру очень хотелось большой власти, и тот, кто обратит людей в новую веру, станет самым главным князем на Руси. А вновь вводимое христианство было основано на постулатах, которые для обычных людей предлагают покорность, коленопреклонение и унижение перед богачами и власть имущими. Простые люди, согласно христианским заповедям, должны были стать рабами Божьими, терпеть все унижения от богатого сословия и выполнять все их прихоти. Само собой, такая религия была очень нужна Владимиру, чтобы внушить покорность свободному славянскому народу. Но для этого надо было свергнуть славянских богов, что Владимир и начал делать, насильственно вводя для славян рабскую веру. Христианство дает большую власть, ибо как минимум заповедь апостола Павла «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Понравилось Владимиру. Далее, любой неурожай можно счесть за то, что люди грешны, и это якобы является карой Божьей. Смиренность, что также является частью христианства, была удобна для правящей верхушки, ибо смиренны должны были быть простые люди, крестьяне. Но так как славянский народ не был согласен с этим, ведь продолжал рьяно верить в славянских богов, были предприняты крайне жестокие и негуманные способы окрестить население славян. И не стыдясь сделали это, ведь Владимир и его подручные были готовы на все, дабы эту власть получить. Отсюда и исходят выступления волхвов, но несмотря на это, смерть шла на мятеж из-за крепнущего феодализма, который был введен почти одновременно с христианством. Волхвы были лишь лидерами движений. Учителя и целители, пророки и заклинатели стихий, волхвы славянской Руси были весьма многогранными личностями. О них сохранилось очень мало сведений, поскольку все они уничтожались в процессе христианизации. Те, что остались в церковных летописях, вряд ли могут считаться объективными. Благодаря поучениям христиан, направленным на искоренение славянства, почти все волхвы и их последователи остались безымянными. Но даже та скудная информация, которую удается извлечь из монастырских летописей, прошедших сквозь цензурное сито, позволяет создать образ волхва тех времен. На редких миниатюрах он изображается в длинной светлой одежде с вышитым оплечьем. На новгородской миниатюре волхвы носят длинные волосы, но без бород. Полагаю, что большинство представителей этого сословия все же могли похвастать длинными бородами, за исключением женщин, которые тоже упоминались в этом качестве. Это отдельная категория, одинаково близкая и князю, и простому крестьянину, к которой и тот, и другой шли за советом и подсказкой. Не исключено, что в небольших селениях мнение волхва могло считаться превыше княжеского.
В крупных городах правители прислушивались к его советам. Он следил за соблюдением обрядов, за состоянием святилищ, проводил праздники. Кроме прочего, Волхв ведал свойства трав и составлял снадобья от болезней, наблюдал звезды и мог делать по ним прогнозы на будущее. Многое знали волхвы, потому правители или приглашали их к себе, чтобы те обучали юных княжичей, или же отдавали наследников мудрецам. Крещение Руси стало для них темным временем, изменившим привычный уклад жизни. Что с ними стало после этого события? Суздальский бунт 1024 года. Первое восстание началось в Суздале, вызвано оно было голодом. Конечно, голод – это не редкость, но мятеж был поднят из-за того, что не все население голодало. Богачи всегда были сытыми за счет голодного народа. Древняя русская летопись «Повесть временных лет» сообщает, что простой народ стал избивать старую чадь, то есть местную богатую знать, спрятавшую запасы хлеба, и что это восстание сельского люда возглавили волхвы, жрецы старой дохристианской религии. Очевидно, голод являлся лишь ближайшим поводом к восстанию, которое имело ярко выраженный антифеодальный характер. Летопись говорит о том, что голод в этом году охватил далеко не все слои населения Суздальской земли. Старая чадь не голодала, она держала в своих руках запасы хлеба – гобино. В древнерусском языке слово гобино означало урожай злаков и плодов вообще. Но чаще всего этот термин применялся к урожаю зерновых хлебов. Летописец подчеркивает то обстоятельство, что от голода, постигшего Суздальскую землю, в 1024 году страдала только простая чадь. Старая чадь, очевидно, пользовалась народным бедствием – голодом. Прибрав к рукам хлеб и сужая его голодающим, она закабаляла окрестный люд, подчиняла его себе, заставляла работать на себя в своем феодальном хозяйстве. Вот эта феодальная эксплуатация и была основной причиной мятежа великого и голода по всей той стране, о чем говорит повесть временных лет. Восстание славян Суздальской земли против старой чади заставило всполошиться господствующую феодальную верхушку. Не голод, а именно мятеж велик вынудил князя Ярослава Мудрого, находившегося тогда в Новгороде, все внимание уделить событиям в Суздальской земле. Вот почему Ярослав со своим войском направляется не в Чернигов, где в это время сел на княжеский стол его соперник и конкурент Мстислав, а в Суздальскую землю, где появились волхвы, поднявшие восстание простой чади по селам. Он отправил свою дружину туда для того, чтобы справиться с бунтом и спасти знать от голодного народа. Придя в Суздальский край, Ярослав захватил волхвов. Одних казнил, а других отправил в изгнание. В новгородской летописи содержатся некоторые дополнительные сведения о восстании 1024 года. Она рассказывает о том, что часть восставших против старой чади была убита, очевидно во время столкновения с княжескими дружинниками. Имущество казненных и ссыльных участников восстания было разграблено. Так закончилось первое крупное крестьянское восстание на Руси. К сожалению, летописи не сохранили его подробностей. Восстание в Суздале является самым известным и крупным, но о нем мало известно, ибо летописание не было так хорошо развито на тот момент. А может, просто уничтожались все документы об этом событии. Бунт в Новгороде 1071 года. Сперва нужно сказать, что дата 1071 год неверная. Известные исследователи летописей Шахматов Приселков смогли доказать, что бунты происходили между 1066 и 1069 годом. Новгород – второй по величине и влиятельности город на Руси после Киева. Он лучше сохранил старые традиции и религию, поэтому простой люд и простая чадь противились христианству и киевской власти, что пыталась взять поборы и назначить в городе свою дружину. Поэтому существует предание, которое, правда, записано в более поздней летописи, о двух воеводах Владимира Святополка – Добрыне и Путяте, что жестокими методами окрещали новгородцев. Событие княжеской междоусобицы между Ярославом Мудрым и Святополком Окаянным, в которой победителем вышел первый благодаря помощи новгородцев, приравнял их к княжеским мужам. Это придало храбрости и решительности новгородскому волхву, который находился под властью князя Глеба Святославовича. Народ быстро встал на сторону новгородского волхва и уже было хотел убить епископа, но тот обратился к восставшим. Кто хочет верить волхву, пусть идет за ним. Кто же верует Богу, пусть ко кресту идет.
Итогом было то, что со стороны епископа был Глеб с дружиной, а на стороне волхва был весь народ. Славяне не хотели быть христианами. Таким образом началась смута. Но так как славяне всегда были честны и доверчивы, Глеб решил этим воспользоваться и пойти подлым обманом. Спрятал топор под плащ и, подойдя к волхву, зарубил его. Дружина его, воспользовавшись сумятицей, разогнала простой народ, который был безоружен. В итоге восстания волхвов не привели к успеху и освобождению Руси от чуждой веры. Простые люди все больше попадали в рабство к князьям и становились зависимыми. Князья, введя христианство, ускоренно шли к укреплению феодализма. Люди все больше теряли свободу, и Русь погружалась в темные времена христианства. Автор статьи Александр Николаевич. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. А как вы думаете, для чего на Руси ввели христианство? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.